Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня я хочу вам рассказать о манге, которая понравилась мне в детстве, и о кукле, сделанной по этой манге. Пожалуй, начну с самого начала, как ко мне в руки вообще попала эта кукла. Все дело в том, что однажды я, как и всегда, бороздила просторы сайта AliExpress и наткнулась на эту куклу. Подписана она была, как и всегда, в традициях этого сайта довольно странно. Что-то наподобие масштаб японское аниме-дьявол, невеста, готический призрак, вы поняли. Но я тут же ее узнала. Думаю, стоит сказать, что это был довольно странный магазин на AliExpress, и у него было довольно мало отзывов на тот момент, когда я ее заказывала. Поэтому заказ этой куклы сопровождался с неким риском для меня. То есть я не знала точно, придет она ко мне или нет, но, тем не менее, решила все-таки ее заказать. Пришла она, кстати, довольно быстро. Примерно через пару дней продавец отправил мне куклу, и через примерно 1,5 месяца кукла была уже у меня. Это кукла принцесса Аи из одноименной манги. Думаю, для начала стоит рассказать вам немного о манге и о том, что она значит для меня. Выходила она с 2004 по 2006 год в издательстве Tokyo Pop. Я же прочитала ее в далеком 2012, когда только начинала увлекаться мангой. И сама эта манга имеет американское происхождение. Оригинальная идея принадлежит Кортни Лав и Диджею Милки, а дизайном персонажей занималась Аи Ядзава. Однако рисовалась и издавалась эта манга в Японии, поэтому читается она, как и вся манга, справа налево. В то время я брала эту мангу у подруги и очень быстро ее прочитала. Мне очень понравился лихо закрученный сюжет и романтическая линия, а также костюмы Аи, которые она сменяла на протяжении всей манги. Также мне понравилось еще и то, что история в 3 томах, которые я прочитала, была вполне законченная, что в то время для манги, издаваемой на русском, было довольно редкостью. Думаю, стоит немного рассказать о самом сюжете этой манги. Итак, эта манга повествует о приключениях принцессы Аи, пришелицы из другого мира и талантливой певицы. Манга также содержит элементы волшебства и романтики. Начинается все с того, как Аи попадает на Землю, но ничего не помнит. Вскоре она встречает симпатичного парня, который соглашается приютить ее на ночь. Довольно быстро мы узнаем, что за Аи кто-то ведет охоту. Чтобы заработать денег, Аи устраивается певицей в ночной клуб. Так начинается ее карьера на сцене. Кстати, чтобы показать вам мангу в этом видео, я взяла ее в библиотеке манги и комиксов. Я также пробовала ее перечитывать сейчас, будучи уже во взрослом возрасте. Хочу сказать, что сейчас эта история читается довольно наивно. Сюжет у нее простенький и довольно клишированный. Но мне было приятно на некоторое время вернуться в детство и перечитать ее. Итак, вернемся к кукле. В интернете мне удалось найти информацию, что эти куклы производились компанией Bleeding Edge совместно с Tokyo Pop и выпускались аж 15 лет назад. То есть эта кукла пролежала на складах в Китае аж 15 лет, прежде чем попасть ко мне в руки. Тело у Аи такое же, как у кукол Bigots, а голова на молде, придуманном Tokyo Pop. Коробка, в которую была запакована кукла, пришла довольно в плачевном состоянии. Видимо, она действительно лежала где-то в темном углу на складах Китая, пока ушлый китаец не нашел ее и не продал мне. То есть видно следы хранения, сбитые углы, видимо, кто-то ее пинал, таскал. Коробка, в общем, не в лучшем состоянии, я думаю ее выкинуть после распаковки. На задней стороне упаковки изображен арт из манги, а также другие куклы серии. Мне очень нравится, какое у Аи лицо. Мне нравится то, как производители стилизовали молд ее лица под аниме-стилистику. То есть вот этот вот маленький носик, большие глаза смотрятся очень интересно на самой кукле. По поводу глаз. Также хочется отметить, как четко они прорисованы. Видна каждая линия, каждый блик. Брови довольно тонкие
и само лицо имеет спокойное выражение. Что касается волос, волосы у Аи до плеч, прошивка вроде бы нормальная, сами волосы довольно-таки мягкие. Также, продолжая про волосы, мне очень нравится, как выглядит ее челка. Она также стоит торчком, что делает ее очень приближенной к нарисованной версии. На голове куклы есть также небольшое украшение для волос розового цвета. Думаю, стоит перейти к ее аутфиту. В первую очередь мы видим завязанное на кукле платье в таком, возможно, немного викторианском стиле. Завязано это платье на маленькие ленточки, и мне еле-еле удалось их развязать. Что касается платья, оно довольно просто обработано по краям, а на рукавах, к примеру, не обработано совсем. Это немного странно при всей проработанности аутфита вообще. То есть также на рукавах мы можем заметить маленькие ленточки и пряжки для ремней, выполненные с очень высокой детализацией. И просто разрезанная ткань рукавов немного, как по мне, не сочетается с этим. Как только мы снимаем платье, то сразу становится понятно, что это самое платье довольно сильно покрасило руки куклы. До этого я не сталкивалась с такого рода кукольными проблемами, и теперь мне нужно будет понять, как эти пятна выводить. Ну а мы двигаемся дальше. Без своего верхнего платья Аи остается в такого вида корсете, который тоже сделан очень детально и по ощущениям намного лучше, чем верхнее платье. Сверху этот корсет оторочен рюшами, и эти же рюши мы видим посередине. Снизу мы видим такие вот подвязки. Сзади этот корсет застегнут на молнию. Внутри швы у корсета почти никак не обработаны. Да это, я думаю, не важно. Дело в том, что молния на корсете расстегивается не полностью. Из-за этого у меня возникли некоторые проблемы с сниманием этого корсета с куклы. Кроме этого маленького недостатка, сам корсет довольно неплохой и интересно смотрится на кукле. Движемся дальше, и мы видим довольно милые шортики. Шортики сделаны из того же тянущегося материала, из которого сделано платье. И сзади мы можем увидеть небольшую кнопочку, на которую эти шортики застегиваются. Спускаемся еще ниже и переходим к ботинкам Аи. Они сделаны из простого черного пластика и имеют на себе рельефы. Что интересно, эти ботинки не имеют сзади разреза, как это обычно бывает у кукольных ботинок. Из-за этого довольно проблематично было снимать их с куклы. После того, как мы раздели куклу, можно ближе посмотреть на ее тело. Сразу же в глаза бросаются ее забавные пропорции. То, какой у нее большой бюст и тонкая талия. На кукле в одежде это не так сильно бросается в глаза, но когда кукла раздета, выглядит это довольно забавно. По поводу шеи куклы, голова у нее довольно хорошо крутится и наклоняется во все стороны. Дальше у нее довольно-таки выдающиеся ключицы. Дальше идет грудь. Мало того, что она большая в ширину, так еще и немного странного треугольного размера. Также у нее проработан рельеф ребер и есть пупок. Следы на ее теле, видимо, оставила ярко-бордовая ткань. Кукла может поднимать руки и крутить их на 180 градусов. У нее довольно-таки интересный шарнир в подмышках. И такое ощущение, когда разводишь руки, что они разводятся на щелчки, хоть и не очень явные. Также хочу отметить, что у куклы на руках есть маникюр. Конечно, он немного подстерся из-за времени, но тем не менее пальчики куклы очень детально проработаны. У куклы также есть шарнир в талии, и из-за этого она может немного наклоняться из стороны в сторону. И также она может наклоняться вперед и назад. Прогиб в пояснице у куклы получается довольно сильный. Спускаясь ниже, мы можем увидеть молдированные черные трусики. Перейдем к ногам. Кукла может довольно широко разводить ноги, а также садиться на шпагат. Ах да, кажется, я не говорила о том, что ноги и руки куклы сделаны из прорезиненного материала, а тело из простого пластика. Думаю, из-за этого
возникает довольно-таки сильный разнотон. Ноги куклы сгибаются в коленях на щелчки. Также хочется отметить, что у нее довольно-таки маленькие забавные ножки сами по себе, которые напоминают мне о старых Барби. По сравнению с ботинками, ножки кажутся еще меньше. Ну вот и все. Хочется подвести итоги по этой кукле. И мнение здесь довольно неоднозначное. У куклы довольно детально проработан аутфит, то есть дизайнеры постарались, придумывая фасон и вид этого платья, но, судя по всему, немного промахнулись с материалами. Или вот эта вот странная штука с тем, что корсет ну уж совсем никак не хочет расстегиваться. Возможно, в этом и смысл, и вообще не предполагалось, что куклу будут раздевать. То есть расчет на то, что ее купят коллекционеры и вот так вот именно в таком виде поставят на полочку. Хотя шортики, например, на простой кнопке, и их можно очень легко снять с куклы. Также хочется отметить, что пролежав 15 лет на складах Китая, кукла имеет довольно ярко выраженный неприятный запах. Но думаю, я смогу решить этот вопрос путем ее купания. Что касается меня, то именно так я и планирую ее использовать. После купания и стирки ее одежды, я думаю поставить ее на подставку и убрать в шкаф, чтобы время от времени ей любоваться. Может быть, в будущем мне удастся шить для нее какой-нибудь наряд из манги. Я очень довольна этой покупкой. Для меня это была отличная возможность вернуться в прошлое, еще раз перечитать эту историю и заиметь у себя такой вот артефакт эпохи, что ли, на своих полках. На этом все. Всем спасибо за просмотр.